Римляне умели развлекаться, как никто другой. Захватить вражеских воинов в плен и заставить их драться друг с другом, организовать драки быков с карликами и носорогов с тиграми, выкопать специальные озера и устроить морское сражение с настоящими кораблями и оружием – все, что сейчас запрещает Уголовный кодекс, нормы морали и здравый смысл, в Древнем Риме было рядовым элементом популярных шоу и даже госмонополии. Индустрия гладиаторских боев была настоящим шоу-бизнесом со своими пиарщиками, продюсерами и звездами. Звезды, правда, выживали не все. Первый известный нам гладиаторский бой прошел в 264 году до нашей эры на Бычьем рынке в Риме. Его организовали сыновья Децима Юния Брута Перы. Они наняли 3 пары бойцов, чтобы почтить память покойного отца. Следующие подобные игры прошли тоже в честь уважаемого человека и тоже по инициативе его сыновей. Но тут история была уже масштабней. Вместо рынка дело происходило на Римском форуме, а дрались 44 гладиатора. Изначально бои были чисто погребальным ритуалом, который достался римлянам от этрусков. Ритуал назывался «мунус», то есть в переводе «долг». Но это в начале. Достаточно быстро гладиаторские бои превратились в масштабное зрелище, причем с политическим подтекстом. В Риме постоянно боролись за власть разные влиятельные семьи, группировки, партии, и шоу гладиаторов было элементом этой борьбы. Гай Юлий Цезарь, известный популист, любил использовать гладиаторские бои как способ завоевать популярность у глубинного римского народа и использовал для этого любой повод. Например, однажды устроил бои в память об отце. Тот факт, что его отец уже лет 25 как умер к тому моменту, никого не смутил. Однажды Цезарь даже велел вырыть на Марсовом поле целое озеро, чтобы разыграть морской бой. Другой популярный полководец, Луций Эмилий Павел, устроил шоу, в ходе которого разъяренные слоны топтали приговоренных к смерти дезертиров. Император Август хвастался тем, что 8 раз устраивал игры, где участвовали 10 тысяч гладиаторов, в том числе 26 игр с животными, причем погибло 3500 зверей. Император Клавдий устроил на Фуцинском озере битву 2 флотилий, где с обеих сторон сражались 19 тысяч человек. В другой раз он воспроизвел для толпы взятие и разграбление города. Естественно, были многочисленные жертвы, зато выжившие получили свободу. Во всем этом был понятный политический момент. Netflix еще не изобрели. Развлечений у простых римлян было мало, а таких масштабных зрелищ еще меньше. При этом шоу стоило очень дорого. Одних рабов надо было закупить на баснословную сумму. И если какой-то политик был готов из собственного кармана профинансировать такой блокбастер, то гражданам Рима сразу становилось понятно, что это очень хороший человек. Он любит простой народ, и надо его всячески поддерживать. А вот самих гладиаторов это не касалось. Это была позорная профессия. Считалось, что если женщина продает себя в борделе, то мужчина на арене. Гладиаторы были рабами, жили по сути в тюрьме и редко доживали до 30 лет. При этом многие гладиаторы становились звездами и секс-символами Рима. Знатные женщины заводили среди них любовников. Поэты высмеивали такие связи, но безрезультатно. Император Нерон мог подарить искусному бойцу поместье. Философ Сенека объявил кровавые бои скучным и скотским времяпровождением, но сам продолжал на них ходить. Поначалу бойцов набирали из покоренных народов. Легионеры заставляли пленных драться друг с другом, и это было тестовое задание. Выживших отправляли на арены. Собственно, разные покоренные народы стали прообразом разных гладиаторских архетипов. Так появились галлы, сомниты, фракийцы, были гопломахи, они изображали греческих гоплитов. Со временем в гладиаторы начали брать приговоренных к смерти и просто рабов. Получивший смертный приговор получал альтернативу. Хочешь смертный приговор, хочешь 5 лет гладиаторских боев. Считалось, что это более-менее эквивалент. Но встречались и свободные люди, которые шли на арену добровольно из-за нищеты или долгов. Став гладиатором, человек попадал в школу. По сути, это была специальная тюрьма. Бойцы жили в небольших каморках на 1-2 человека и зарисованных граффити на похабные темы. Отличий от настоящей тюрьмы было не так много. В основном разница была в том, что за удачное выступление к гладиатору могли привести женщину. Школ было много, но больше всего известны 4 крупных. Большая,
Утренняя, Дакийская и Гальская. Все 4 вмещали тысячи гладиаторов и, по сути, были такими полувоенными государствами в государстве. Для начала новый хозяин гладиатора принимал от новичка клятву. Боец признавал себя рабом и давал право избивать себя и пытать. Эту процедуру проходили даже свободно рожденные. Затем ученика начинали тренировать. Теперь его жизнь состояла из физических упражнений, из отработки приемов на манекенах и из нескольких ярких моментов в году, когда его выпускали на арену. Причем драться обычно приходилось с коллегами по школе. Тренер оценивал задатки бойца, и гладиатора начинали обучать одному из боевых стилей. Опытные гладиаторы старались овладеть несколькими стилями. В исключительных случаях доходило до 6. Школа гладиаторов была хорошо организованным спортивным комплексом со своим завхозом, бухгалтерией, арсеналом, моргом и даже больницей. Великий врач и мыслитель Гален набил руку, именно работая медиком в гладиаторской школе. Отсюда же его знаменитая фраза о том, что раны и переломы – это окна тела. Можно сказать, что его пациентам повезло. У него на операционном столе умерло всего 5 пациентов, а вот у его предшественника – 60. Кормили гладиаторов невкусно и дешево, но, что называется, на убой. Судя по анализу костей, диета бойцов практически полностью состояла из ячменя и бобов. Мясо они ели очень редко. Древние римляне дразнили гладиаторов ячменными мальчиками. Для свободного гражданина такая еда была презренной, но она при относительной дешевизне позволяла набрать массу и даже нарастить небольшой слой жира для защиты. Но это не значит, что гладиаторы были толстыми и неповоротливыми. На древних изображениях мы видим плотно сбитых, но ловких воинов. Древние авторы в один голос описывают их как мускулистых мужчин. Не толстяки, но и не жилистые атлеты из фильмов. Индустрия гладиаторских боев за сотни лет стала не менее отлажной, чем современные спортивные состязания. Хозяин гладиаторов выступал как менеджер своих бойцов. Он налаживал контакты с кураторами, организаторами боев. Те, в свою очередь, имели связи в среде эдиторов, то есть патрициев, которые выступали как продюсеры. Именно знати и императоры за свой счет устраивали бои, преподнося это как подарок народу Рима. Со временем правительство все больше брало бои под контроль. Цезарь держал несколько собственных гладиаторских школ, и их выпускники считались одними из лучших в Риме. Октавиан Август вообще ввел госмонополию на этот бизнес. Впрочем, мелкие частники остались. Патриции могли заказать на свой пир нескольких гладиаторов. Подготовка к большим боям начиналась за несколько месяцев. Кураторы арендовали бойцов, шла активная реклама. Использовались афиши, рисованные постеры, обычно с портретами гладиаторов в полный рост. Сами амфитеатры богато декорировали. Например, Нерон приказал усыпать арену лунным камнем, искупал балтийский янтарь, чтобы украсить сетку, защищавшую первые ряды зрителей. Для представлений со зверями могли построить лес из деревьев в катках. Вход в Колизей для посетителей был по жетонам. Они делались из слоновой кости, терракота или металла. Жетоны вручались видным жителям Рима и выдавались в организациях как своего рода социальная поддержка. Конечно, жетоны подделывали, дарили, одалживали и регулярно воровали. Шоу проходило в 2 этапа. Сначала шли представления с животными, причем довольно изощренные. На преступников могли спускать львов, медведей и прочих опасных животных. Могли устраивать битвы быков с носорогами или инсценировать охоту в импровизированном лесу. Затем шел антракт, во время которого выступали акробаты. И уже во второй половине дня начиналась главная часть – битвы гладиаторов. С точки зрения шоу-бизнеса, бои были во многом похожи на современный рестлинг. У знаменитых гладиаторов были звучные псевдонимы. Клинок – грозный псевдоним. Или сексуальный – герой-любовник. Ироничный псевдоним – благородный, про раба так сказали. Бойцы имели фанатскую базу и выступали в определенном амплуа. Было принято болеть за какой-то один класс бойцов. Известно 20 разных типов гладиаторов. Но в целом они делились на 2 части – тяжело и легко вооруженные. Римляне предпочитали, когда на арене встречались 2 противоположности. Особенно популярна была пара секутор-ретиарий. Секутор имел защитный доспех из округлого шлема с маленькими прорезями. Щита скутума
поножи и наруча. Дрался он коротким мечом гладиусом. Его соперник ретиарий, то есть боец с сеткой, практически не имел доспеха и делал ставку на маневренность. Вооруженный трезубцем и сетью, он изображал рыбака, а секутор – рыбу. Другие типы бойцов изображали побежденные Римом народы. Фракиец, уроженец современных Балкан, был вооружен кривым мечом. Был гладиатор на колеснице, изображавший кельта. Существовали и совсем экзотические типы, например, бойцы, закованные в тяжелую броню и шлемы без прорезей. Они должны были сражаться на слух. В фильме «Гладиатор» главный герой вооружен двумя мечами. Такой класс бойцов тоже существовал. Добивание поверженного гладиатора было кульминацией выступления. Здесь существует много мифов. На самом деле зрители не голосовали, указывая большим пальцем вверх или вниз. Вердикт выносился по громкости крика. Кричали либо «пощадить», либо наоборот «режь ему глотку» и показывали рукой на шею. Как правило, проигравшему оставляли жизнь, особенно если он красиво сражался. На первых порах шанс погибнуть в такой ситуации был 1 к 9. В эпоху поздней империи, когда народ стал кровожадней, 1 к 3. Обычно жертву добивали ударом между лопаток, пронзая сердце. Но иногда на арену выходил раб, изображавший этрусского демона подземного мира, и огромной кувалдой разбивал череп поверженного. Самые известные гладиаторы — Спартак, Фламма, Спикулос и Комод — показывают весь спектр гладиаторских судеб. Спартак был свободно рожденным фракийцем, который попал в рабство, а затем был продан в школу гладиаторов. На арене он стал звездой. Его известности хватило для того, чтобы другие бойцы выдвинули его как лидера гладиаторского восстания. Другой пример — преданный своему делу Фламма, который провел больше всего известных боев — 34, причем 21 из них выиграл и 9 свел в ничью. Ему 4 вручали символический деревянный меч, дававший право на свободу, но Фламма отказывался от него, предпочитая остаться гладиатором. Умер он в почтенном для его ремесла возрасте в 30 лет. Еще более лояльным власти был Спикулос, секутор, которому Нерон подарил дворец с собственными рабами. Когда Нерона свергли, его любимый гладиатор тоже пострадал. Изобретательная толпа раздавила его статуей императора. Самый одиозный образ — император Комод, которого можно увидеть в фильме «Гладиатор». Он в роли секутора провел 735 подставных боев, которые, конечно же, выиграл. В народе даже ходил слух, что мать Комода изменяла предыдущему императору с гладиатором. Иронично, что убил Комода как раз гладиатор, но не на арене. Его задушил его спарринг-партнер по имени Нарцисс. Представления с животными были организованы не менее зрелищно. На арене была представлена фауна всего обитаемого мира. Медведи доставляли из Шотландии, из Северной Европы привозили лосей, из Африки слонов, гиен, пантер, жирафов, страусов и носорогов, из Индии тигров. На сцене можно было увидеть совершенную экзотику: бои носорогов с быками, драки карликов со страусами, охоту на жирафа или слона, дрессированных обезьян, одетых солдатами и скачущих на козлах. Некоторые животные даже становились знаменитостями. Например, белый носорог, выступавший на арене в 80-х годах нашей эры. Он стал героем поэм, изображался на монетах и картинах. Это было невероятно масштабное шоу. На открытии Колизея были убиты 9000 животных. Через несколько десятилетий там же прошли 123-дневные игры в честь завоевания Дакии, во время которых на арене погибло 11 тысяч зверей. Отлов по всей империи был поставлен на поток. Часто ловили солдаты. Известен случай, когда один центурион с подчиненными поймал 50 медведей. Часть животных ловили гильдии охотников. Мясо убитых на арене животных разыгрывалось в лотерею среди простых граждан. Но самые ценные части, вроде мозга страуса или сердца слона, оказывались на императорском столе. Бивни и шкуры шли на продажу, пополняя казну Рима. Где-то здесь кроется ответ на вопрос, почему мы до сих пор так часто думаем о Римской империи. Ну а в какую еще эпоху можно было увидеть драки карликов со страусами, закусывая все это дело сердцем слона?